Подробное объяснение роста силы и новых техник Итадори Юдзи. Новое расширение территории. Наконец-то этот момент настал. Рёмен Сукуна применяет свой скрытый козырь, раскрытие которого мы так долго ждали. Так что погнали начинать данный разбор. Ну а также напоминаю, что прочитать свою любимую манху Манхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на связи 258 глава манги «Магической битвы». Переводил ее сам, и так как я не профессионал, а любитель, могут быть ошибки. Глава начинается с последствия после удара черной молнии Юдзи по Сукуне, от которой противник аж отлетел на несколько метров назад, проломив собой часть здания и металлической опоры. Честно сказать, выглядел он сейчас довольно побитым, и при этом король проклятия еще никак не восстановил себе тело. Со слов рассказчика, Годжо после применения второй черной вспышки, повысив свой выброс проклятой энергии, восстановил цикл обратки. Также Сатору распределил нагрузку на тело и перенес управление этой техникой на обычно малоиспользуемые отделы мозга, что позволило ему вернуть утраченную мощь обратной проклятой техники. И рассказчик обращает наше внимание на то, что Двуликий должен был поступить так же и с помощью обратки вернуть себе утраченные конечности. Но в этом ему помешал главный герой, поразивший седьмой черной вспышкой грань между душами Сукуны и Мегуми. Единственное, я не понимаю, почему ЧМ 7, а не 8, ведь события шли последовательно, и с концом 256 главы Итадори применил 8 черных молний. Но да ладно, за этими репликами скрывается интересный факт. Рассказчик говорит, что после применения двух черных вспышек Годжо смог восстановить обратную проклятую технику. Сукуна же до получения плюхи Мега ЧМ от главного героя, если я не ошибаюсь, сотворил 4 черных молнии, а значит он наверняка смог бы уже вернуть себе обратку и отрегенерировать, но не сделал этого. Интересно почему? И видимо новая глава дает нам на это ответ, ведь Двуликий в сию же секунду после удара ГГ активирует новое расширение территории демонической гробницы. Однако вместо обычной гробницы Сукуна демонстрирует нам нечто, то ли существо, то ли смесь чего-то, усеянное черными искрами. После чего огромная область, находящаяся в его территории, буквально начала превращаться в пыль от множества разрезов короля проклятий. К тому же, со слов рассказчика, несмотря на то, что Сукуна попал под удары Итадори и включая действия связующих клятв, Рёмен смог создать демоническую гробницу, не уменьшая ни область поражения, ни мощность самого домена, уничтожая все на своем пути, даже ворона в Мэймэй, находящийся высоко в небе. Так что, видимо, поэтому Двуликий и не перезапускал свою обратку от выброса проклятой энергии из-за создания черных молний, ибо он намеревался использовать расширение территории. Также ходили споры, почему же демоническая гробница выглядела совсем иначе, чем обычно. Как мне кажется, вид гробницы изменился из-за того, что Сукуна сам изменил свой облик, приняв свою естественную оболочку. В это же время шаманы находились в этой самой зоне поражения, кто ближе, кто дальше, и им нужно было как-то переждать эту свирепую атаку. Именно поэтому ГГ показывает нам флешбэк о том, как они за месяц до этого столкновения готовили контрмеры против территории Сукуны. Главной темой стало изучение обратной проклятой техники и борьбы с чужой территорией. Почти все, кроме естественно магии, уже обладали обраткой. Чоса заявил, что у него с Юдзи также с этим не возникнет проблем. Старший брат предложил Итадори поглотить другие части картин смерти, тем самым заполучив их проклятые техники. По мнению Чосу, такой вариант был намного выгоднее обучения обычной обратной проклятой техники, ведь из-за особого строения тела он также сможет преобразовывать проклятую энергию в кровь, тем самым значительно снизив потребление ПЕ, чем у обычной обратной проклятой техники. Следующим этапом подготовки стала тренировка с помощью перемещения душ. Ведь оказывается, Уй-Уй способен перемещать не только людей и предметы, но и их души. При этом сами тела из-за такого перемещения никак не изменятся, что очень беспокоило главного героя после опыта с Махита. Сам же обмен душ, по словам Кусакабе, позволит новым телам перенять опыт переместившейся душ. Таким образом, Ацуо заложил в тело Итадори основы контроля проклятой энергии и барьерной техники простой территории. После чего уже в настоящем времени мы видим, как Юдзи применяет простой домен, чтобы защититься от
от РТ Сукуны. И находясь внутри ее области, ГГ понимал, что она была несовершенной. И все складывается в то, что Двуликий в нынешнем состоянии не сможет ее долго поддерживать, упираясь в лимит в 99 секунд. Ибо король проклятий намеренно не упрощал свою территорию и не накрывал ее барьером, понимая, что Маки он все равно не сможет захватить, так как у нее нет проклятой энергии. И именно поэтому шаманам оставалось лишь обороняться, дожидаясь, пока враг не сможет больше поддерживать свою территорию. Ту самую Маки, кстати, защитила Мэй, так как ей никак не было возможно обучиться простой территории. Все старались изо всех сил продержаться до конца, но тут разрезы Сукуны пробивают простой домен Юдзи и наносят ему множественные увечья. Но даже потеряв ногу, главный герой думал только об одном, и это как нанести следующий удар по Двуликому. Заметив, что атаки противника закончились, Итадори думал уже выдвигаться. Однако тут Сукуна произносит заклинание «Отворись» и призывает пламя, направив его прямиком на Юдзи. Это была отличная глава, которая так хорошо начиналась для шаманов, ибо они были готовы к подобному. Но Двуликий решил подать жару в эту хладнокровную битву. Однажды пламенем Сукуна уже испепелил Джого. И что же тогда этому противопоставить Итадори, находящийся прямо под прицелом противника? Что же, ждем тогда спасителя ГГ, либо же может быть еще одну нераскрытую технику у Юдзи. А иначе ему придется очень тяжело, если он после этого вообще сможет так легко вернуться в бой. И также не забывайте, что почитать свою любимую мангу и не только, вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось. И несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.